Приветствуем! Дорогие любители ретро-мототехники, дорогие подписчики нашего канала и будущие подписчики нашего канала. Помните, как поется в британском гимне? «Правь, Британия, правь морями! Никогда британцам не быть рабами!» Потому что у них были такие мотоциклы и такие мотоциклетные фирмы, как, к примеру, этот великолепный английский жеребец компании AGS. AGS – старейшая английская марка, которая производила мотоциклы, и эта модель является флагманской в ее модельном ряду. Ну, знатоки истории, конечно, скажут, что аж в 1931 году AGS была поглощена компанией Matchless, и все двигатели были унифицированы. Да, для истинных любителей ретро-техники откроем маленький секрет. Двигатель на этой модели такой же, как на Bravo Superior конца 30-х годов. Что это означает? Платите в 3 раза меньше, имеете тот же двигатель, но если вам покататься. Если для престижа, то это к Bravo Superior, который в мотомире Вячеслава Шиянова тоже есть. Приезжайте, посмотрите. Тысячекубовая, V-образная нижнеклапанная двойка. Ничего лишнего. И именно эта адекватная, простая, надежная, эргономичная, экономически целесообразная конструкция вбирает в себя британский дух. Именно поэтому предвоенная мотоциклетная промышленность Британии позволяла британцам почивать на лаврах, ну, правда, в безопасном удалении от материка, и не принимать всерьез угрозу Гитлера захватить весь мир. Если мы только посмотрим на этот мотоцикл и посмотрим на его немецких одноклассников тех же лет, то мы увидим, что немцы грубые, неотесанные, нетехнологичны, дороги. Британцы изящны, скоростные, высокотехнологичны, инновационные. И, в общем-то, наверное, британцы в далеком 1938 году думали: не посмеют, и пошли на позорные Мюнхенские соглашения. Но мы же мотомир, мы не учебник истории. Давайте вместе с вами рассмотрим этот великолепнейший мотоцикл.